Привет, меня зовут Максим Ярушкин, это канал Go Fingerstyle, и в этом видео я расскажу, как подбирать аккорды на слух на гитаре. Не только объясню, но и дам вам домашнее задание, выполнив которое вы прокачаете этот навык у себя. И еще важно сказать, что я даю здесь начальный такой базовый уровень, но от которого уже можно отталкиваться. Конечно, все чуть сложнее, чем я буду объяснять, но я об этом тоже буду говорить. Давайте пока что ограничимся жанром поп-музыки, популярной песни, потому что, как правило, там часто есть какие-то 4 аккорда, которые повторяются всю песню. Если вы их схватили в начале, то, считайте, подобрали всю песню. Надо начать с того, что у каждого аккорда есть главная нота, от которой он строится, это тоника аккорда. И эта нота, как правило, в самом низу, то есть в басу. В частности, если вы уже побороли барре, то вы знаете аккорд F, фа мажор. И здесь самая низкая нота, шестая струна, первый лад, собственно, нота фа. Аккорд фа мажор. Есть разные типы аккордов, но если мы упростим и возьмем песни популярной музыки, то это либо мажорный аккорд, либо минор. То есть от какой-либо ноты, ну, например, фа мажор, либо фа минор. Конечно, все чуть разнообразнее, чем только мажор и только минор, потому что есть еще добавочные ступени, то есть можно к этим мажорам и минорам еще какие-то нотки добавить или какие-то нотки заменить, уже получатся другие аккорды. Но вот на нашем этом базовом уровне важно знать, что есть мажор и минор, и, в принципе, для того, чтобы подобрать, я думаю, 80% из вашего плейлиста, достаточно знать, как ставить мажор и как ставить минор. Возвращаемся к нашему аккорду фа мажор с барре. Смотрите, этот аккорд, почему фа мажор? Потому что он образован от ноты фа, и вот здесь эта нота фа, тоника, она зажимается на шестой струне первый лад. Откуда я узнал, что шестая струна на первом ладу дает ноту фа? Я просто выучил расположение нот на шестой струне. Вам сейчас это делать не обязательно, но в конце видео вы сможете скачать расположение нот на шестой струне. Это пригодится для домашнего задания. Эх, невезуха, да? Включил видео на ютубе, просто провести время, а тут домашнее задание. Но, друзья, если это видео включили просто посмотреть, то, пожалуйста, продолжайте просмотр. А если вы решили чему-то научиться, то продолжайте просмотр внимательно и не забудьте про домашнее задание в самом конце. Окей. Это аккорд фа, потому что первый лад дает ноту фа на шестой струне. А почему он мажорный? Промотаем сейчас эту теорию, она сейчас не нужна. Мажорный он, потому что вот такая аппликатура, такая, с средним пальцем. Если я средний палец уберу, этот аккорд будет минорным. Но по-прежнему фа минорный. Дальше. Допустим, мы вот эту же аппликатуру зажали на пятом ладу. Аппликатура мажорная, значит, аккорд у нас мажорный. И как определить, от какой ноты он мажорный? Посмотреть, что у нас зажимает указательный палец на шестой струне. А он зажимает пятый лад шестой струны. А зная расположение нот на шестой струны, мы определяем, что пятый лад — это нота ля. Получается, аккорд ля мажорный. Записывается A. Соответственно, если я ставлю минорную аппликатуру от этого же лада, у меня будет AM, ля минорный. Я надеюсь, вы еще со мной, надеюсь, еще улавливаете мысль. Может быть, наоборот, вам это супер примитивно и просто, потому что часто самоучки, которые, не углубляются в теорию, а просто много-много-много играют песен по аккордам, по каким-нибудь сборникам или по аккордам из интернета, они сами вот эту схему, вот этот алгоритм выявляют. Если вы один из таких самоучек, поставьте жирный лайк. А мы продолжаем дальше и переходим, собственно, к подбору на слух. В чем, собственно, идея? Зачем я объяснял, как подбирать мажорные и минорные аккорды от нотки на шестой струне? Потому что на шестой струне на гитаре у нас есть все 12 нот, начиная с открытой. И как бы заканчивая 12 ладом, у нас шестая открытая ми, и на 12 ладу тоже ми. Таким образом, мы можем взять любой мажорный и минорный аккорд, просто перемещая вот эту аппликатуру и оставляя средний палец или убирая средний палец, чтобы поставить минор. Примечание. Вот у нас фа мажор, вот у нас ми мажор. Смотрите, я указательный палец как бы на нулевом ладу оставляю, то есть я его не использую. То есть это вот такая же аппликатура. Скорее всего, вы ее используете, просто некоторые не сразу видят связь между вот этим аккордом и вот этим. Хотя это то же самое, просто сдвинутое на полтона.
Соответственно, фа мажор, ми мажор, фа минор, ми минор. Ну и вот все эти аккорды. Ми минор, ми мажор, фа мажор, фа диез мажор, соль мажор и так далее. Теперь, когда у нас есть способность построить минорный либо мажорный аккорд от любой ноты на гитаре, собственно, переходим к практике, к подбору на слух. Смотрите, важно услышать эту ноту, от которой строится аккорд. Мы будем это делать на примере песни «Пятница, я солдат». Уе нам уже не интересно, нам важно вступление. Очень хороший пример, потому что здесь отчетливо играет сначала бас. Пум-ча-ча, ча, пум-ча-ча, ча. Вот этот пум нам и важно определить. Пум. Теперь просто методом тыка возим пальцем по шестой струне и слушаем, где этот пум. Еще разочек. Можем, конечно, замедлить, но я так покажу, как замедлить и какие другие способы подобрать, а об этом чуть попозже. Вот. Окей, мы нашли ноту. А от этой ноты ставить нам мажорный или минорный аккорд. Как понять? Путем проб и ошибок. Здесь всего два варианта. Послушаем, подходит мажорный аккорд или нет. Нет, сильно веселый. Даже по смыслу не подходит. Песня-то грустная. Теперь грустный аккорд минорный ставим. Проверяем. Идеально. И то же самое, кстати, путем проб и ошибок мы находим вот эту самую первую ноту, от какой мы строим аккорд. Потому что тут, опять же, не так уж много вариантов. Всего их 12. Ну, первое время потыкайте. То, не то, то, не то. 12 раз перепробовали и идем дальше. Следующий аккорд. Слушаем. Вот эта нотка. Даже не обязательно смотреть на гриф. Эту нотку просто можно натыкать. Ну вот мы натыкали. Опять же, а давайте определим, минор или мажор. Теперь уже у нас есть какой-то контекст. Теперь мы знаем первый аккорд. Можем после него играть второй. Послушаем. По-моему, не очень. Послушаем оригинал. Да, не очень. Дело в том, что между этим аккордом и этим разница в полтона. И когда эти полтона звучат одновременно, это режет слух. И вы всегда услышите, если в оригинале минор, а вы играете мажор. Или наоборот, если в оригинале мажор, а вы играете минор, это всегда будет резать слух. Капец, грустная песня. Потом я слышу, что мы возвращаемся в первый аккорд. Еще раз. И последний аккорд надо уловить тоже, какая первая нота была там. Пум-пум-пум. А эта нота была? Выявляем минор или мажор. Поставил аккорд мажорный. По-моему, сошлось. Теперь минорный попробуем. В оригинале не так. И опять же, если я включу, вы услышите. Что делать правой рукой? Как подобрать правильный ритм? Там миллион вариантов правой рукой может быть, да? Но это тема для отдельного видео. В этом видео левая рука и как подобрать на грифе аккорды. Давайте сформулируем алгоритм. Первое, что нужно сделать, это услышать в аккорде, какая самая низкая нотка. Если в песне есть исполнение на бас-гитаре, то басист, как правило, будет играть эту ноту, тонику аккорда, от которой, соответственно, мы дальше строим либо мажор, либо минор.
Если басиста нет, то просто постарайтесь услышать самую низкую ноту. Если сложно, на компьютере замедлите воспроизведение. Если это тоже не помогает, то есть специальные программы, которые вырезают как бы все частоты, кроме баса. Например, в Transcribe это можно сделать. Второе. От этой ноты ставьте мажор либо минор. Примеряйте. Одно из двух должно подойти. А может и не подойти. То есть может быть какой-то другой тип аккорда. Чтобы вы не мучили себя, я для вас приготовил список песен для домашнего задания. Эти песни состоят исключительно из мажорных или минорных аккордов. То есть если в этих песнях вы подобрали нотку басовую, то дальше только два варианта, либо мажор, либо минор. В этом списке есть и англоязычные, и русскоязычные песни, они достаточно известны, поэтому вам будет это делать не скучно. Как только вы это сделаете, там целых 20 песен, то вы, первое, покачаете свой навык, и второе, вы увидите, что не так уж это и сложно. У вас уже будет 20 успешных случаев, когда вы подобрали сами аккорды к песне. Теперь послушайте, важная штука — это проверка вашего подбора. Правильно вы подобрали? Или вы просто думаете, что правильно подобрали, а на самом деле медведь очень наступил вам на ухо. Так вот, я этого солдата подобрал. Как мне узнать? Мне нужно записать эти аккорды. Как мне записать? Вот я первый аккорд подобрал от ноты на шестой струне на первом ладу. По расположению нот на шестой струне я определяю первый лад шестой струны, что за нота. Фа. А аккорд я поставил минорный. Значит, аккорд FM, фа минор. Дальше, следующий аккорд. Нотка на шестой струне. Шестой лад. Это у меня либо ля диез, либо си бемоль. Но в конкретном случае си бемоль. Так вот, нота си бемоль, а аккорд я поставил минорный. Значит, аккорд си бемоль минор. Получается би бемоль м. И последний аккорд. Шестая струна у меня зажата на восьмом ладу. По расположению я смотрю, что восьмой лад шестой струны — это нота до. И аккорд я поставил мажорный. Соответственно, аккорд до мажор — си. Ну или, как говорят на уроках геометрии, с. Ну вот, получается у меня аккорды FM, би бемоль м, FM, с. Ну а теперь заходим в интернет, гуглим и смотрим, что если сходится, то огонь. Если сходится, но есть еще приписки типа 7, 9, 11, что-то еще, то тоже считается. А если вот вы написали, что это F, а это FM и еще что-нибудь, то есть это минорный аккорд там, с чем-нибудь еще, то уже не считается, потому что вы неправильно определили, мажор или минор. Главное, чтобы вот было M, либо не было. Мажор у вас, либо минор. Это принципиально. Ну, по крайней мере, для того списка песен, которые я для вас оставил в качестве задания. Что вам нужно сделать конкретно сейчас, чтобы научиться подбирать аккорды на слух? Первое. Подписаться на этот канал. Как вы поняли, здесь выходят гитарные уроки и видео на эту тему. И не забудьте поставить колокольчик рядышком с подписаться, чтобы вам приходило оповещение о новых уроках. Второе. Поставить лайк к этому уроку. И третье. Перейдите по ссылке. Она у вас либо на экране, либо в описании. По этой ссылке я приготовил для вас список проверенных мною песен для тренировки навыка подбора на слух. Там же по этой ссылке есть расположение нот на шестой струне. И там же вот эти аппликаторы, мажорные и минорные, если вы вдруг из этого видео их не уловили. К сожалению, либо к счастью, никакого секрета нету. Подбор на слух — это навык, который развивается, его можно развить. И чем раньше вы начнете это делать, тем быстрее у вас начнет получаться. Напишите, кстати, в комментариях под видео, как сейчас у вас с подбором на слух. Все ли у вас легко получается, либо это страшные адские мучения, и вам проще погуглить аккорды, чем сидеть и разбираться, что там играется. До новых встреч на этом канале. Не забудьте про подписку. Пока.